Кто и чего пожелает Путину в его 72-й день рождения, что известно о новых смертельных болезнях, из-за которых медики бьют тревогу, и кто заставляет Киев садиться за стол переговоров с Москвой. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Штурмы на запорожском направлении. Еще одна горячая точка на линии фронта. Насколько широким может быть наступление российской армии? Страны Африки и Китай вновь в центре внимания. Медики фиксируют высокую смертность и говорят о рисках стремительного распространения новых болезней. Что нас ждет? Заражение происходит при тесных контактах с фруктовыми летучими мышами. Подарок Путину. Кто подготовил неприятный сюрприз российскому диктатору? Все может быть. Мы ничего не можем исключать. Ситуация настолько динамично и интересно развивается. Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаю. Кремль не собирается снижать интенсивность боев в Украине. Сейчас нет и намека на желание остановиться или же завершить войну. При этом Россия продолжает проводить скрытую мобилизацию. Об этом пишет Американский институт изучения войны. Кроме того, аналитики говорят о том, как сейчас Кремль финансирует эту войну, в частности, увеличивая выплаты тем, кто хочет отправиться воевать против украинцев. В ВСУ тем временем говорят, что РФ увеличивает свое давление на запорожском направлении. На юге Украины уже фиксируют штурмы украинских позиций. Тем не менее, по оценке украинских военных аналитиков, сейчас Россия не способна вести масштабное наступление по всей линии фронта. А поэтому каждому действию путинской армии есть объяснение. Об этом мы и поговорили с военным и политическим экспертом, руководителем Центра военно-правовых исследований, который занимается анализом военной обстановки в Украине, Александром Мусиенко. Это необходимо воспринимать скорее как все-таки отвлекающие удары с целью растянуть украинские войска, растянуть украинскую линию обороны. На сегодняшний день у российских войск нет возможности вести именно масштабные наступательные действия на нескольких направлениях. Но вести меньшие наступательные действия, они будут пытаться прорываться, будут пытаться мешать нашей логистике, понятно, будут пытаться растянуть нашу линию обороны, сеять панику, пытаться продемонстрировать картинку, что они наступают чуть ли не по всей линии фронта. Это все будет. Украинская стратегия на сегодняшний день сводится к тому, чтобы вести сдерживающие действия. То есть активная оборона, сдерживающие действия, которые предусматривают, что если условия возникают там, где противник имеет преимущество, либо задействовал достаточно много сил, сдерживать настолько, насколько возможно, наносить максимальные потери, потом отходить. Украине, чтобы вытеснить и отбросить российскую армию, необходимо в несколько раз увеличить всю полученную до сих пор военную помощь от союзников. Об этом пишет издание «Эль Паис». Авторы статьи также акцентируют внимание на том, что сейчас тон партнеров Украины изменился в пользу переговоров с Россией. Именно поэтому началась новая фаза давления на Киев. Эль Паис пишет, что сообщения от украинских партнеров о том, что необходимо как можно скорее садиться за стол переговоров, начали появляться в сентябре этого года. Это связано как с российским наступлением на Донецкой линии фронта, так и с тем, что сейчас не стоит ожидать особого перелома в войне. Кроме того, ситуацию усугубляет обстановка на Ближнем Востоке и, конечно же, предстоящие выборы президента в США также отражаются на общей ситуации. Эксперты, мнения которых приводит издание, говорят о том, что перед тем, как сесть за стол переговоров с представителями Москвы, Украине необходимо иметь, по сути, козыри в рукаве. А для этого сперва необходимо получить разрешение на удары дальнобойным оружием по военным объектам на территории РФ, а также уничтожить любые подступы к Крыму. Напомню, что в западной прессе действительно в последние несколько месяцев активно появляются материалы о том, каким может быть исход войны. Например, как ранее рассказывала команда «Нехта», сейчас среди идей, которые озвучивают на Западе, есть и принятие Украины в НАТО по модели Западной Германии. Это якобы позволит Украине предоставить гарантии безопасности и сдержать Россию. При этом, по сути, РФ сохраняет контроль над оккупированными территориями Украины.
В Израиле очередной теракт, на этот раз в Беэр-Шеве. И все как под копирку. Многолюдное место, центральный вокзал города, террорист открыл стрельбу по людям. Погибла одна девушка и еще минимум 10 человек пострадало. Стрелок был ликвидирован. Известно, что ему 29 лет, он из бедуинской деревни, имел израильское гражданство и судимость. Все это произошло, напомню, накануне первой годовщины нападения Хамас на Израиль. 7 октября вспоминают жертв той спонтанной агрессии со стороны террористов. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль ведет борьбу на 7 фронтах, а среди врагов Хезболла, Хамас, хуситы в Йемене, шиитские ополченцы в Ираке и Сирии, ну и террористы на Западном берегу. В эти дни во многих странах звучат призывы остановить конфликт на Ближнем Востоке. К подобным заявлениям присоединился и генсек ООН Антонио Гутерриш, которого совсем недавно Израиль объявил персоной нон-грата и обвинил в поддержке террористов. Напомню, что в Израиле посчитали, что слова Гутерриша были недостаточно жесткими в адрес Ирана, который недавно устроил масштабную атаку. The October 7th attack scarred souls. And on this day... Атака 7 октября оставила глубокие раны в душах, и в этот день мы вспоминаем всех тех, кто жестоко убит и подвергся невыразимому насилию, включая сексуальное насилие, просто живя своей жизнью. Это день, когда мировое сообщество должно самым громким голосом выразить наше полное осуждение отвратительных действий Хамаса, включая захват заложников. На протяжении прошедшего года я встречался с семьями заложников, узнавал больше о жизнях, надеждах и мечтах их близких, разделял их боль и страдания. Я не могу представить ту пытку, которую им приходится терпеть каждый день. Я вновь и вновь требую немедленного и безусловного освобождения всех заложников. В мире вновь говорят о появлении смертельной болезни, на этот раз не одной, а сразу двух. И вновь одной из стран, где стремительно распространяется инфекция, является Китай. На этот раз речь не идет о ковиде, но болезнь не менее опасна. Итак, в Китае зафиксированы уже первые смерти от штамма стрептококка группы Б. Инфекция могла распространиться от пресноводной рыбы, которой торговали на местном рынке, так как десятки людей перед появлением симптомов ели либо сырую, либо недоготовленную рыбу. И у всех пациентов одни и те же жуткие проявления заболевания. Это сепсис и абсцесс суставов. Стрептококк группы Б – это бактерия, которая часто встречается в кишечнике, мочевыводящих путях и репродуктивных органах. Обычно она не является вредной и не вызывает симптомов, но может потенциально вызывать инфекции в крови, костях, легких или в защитных оболочках, покрывающих мозг и спинной мозг. А вот уже в Африке заявили о вспышке болезни, которая была вызвана вирусом Марбург. Как минимум 4 десятка людей заболело, четверть спасти не удалось. Источник инфекции не найден. Лекарств против этого заболевания просто нет. Только некоторые разработки, которые сейчас лишь тестируют. Заражение происходит при тесных контактах с фруктовыми летучими мышами, которые часто встречаются в шахтах или пещерах и не имеют клинических симптомов болезни. Существует риск распространения этой вспышки на соседние страны, поскольку случаи были зарегистрированы в районах, расположенных на границах с Конго, Танзанией и Угандой. Дальнейший риск международного распространения также высок, поскольку подтвержденные случаи были зарегистрированы в столице, где есть международный аэропорт и дорожная сеть, ведущая в несколько городов в Восточной Африке. И на днях лихорадка Марбург уже наделала шума в Европе. Были подозрения, что 2 студентов, которые прилетели из Руанды, инфицированы, однако вскоре диагноз не подтвердился. ВОЗ тем временем уделяет особое внимание ситуации с Марбургом. Напомню, главными симптомами являются температура, боль в мышцах, рвота, диарея, спутанность сознания, кровотечение. И, собственно, человек умирает от сильного кровотечения на 8-9 день после заболевания. Как считаете, дойдет ли до пандемии и всего того, что мы пережили с появлением COVID? Изоляция, дистанция, масочный режим и вакцинация? Оставьте свое мнение в наших комментариях. Украинские F-16 готовятся к новому этапу в битве с РФ. Истребители совсем скоро начнут наносить удары уже по наземным целям российской армии, которая находится на временно оккупированной территории. Сейчас же эти самолеты, несмотря даже на потерю в августе этого года, продолжают работать в украинском небе. Осуществляют вылеты боевые, в том числе направленные на усиление противовоздушной обороны и щита воздушного над Украиной. И готовятся к реализации следующего этапа
работы по нанесению ударов по наземных объектах российских войск. Именно с бомбами, которые мы ожидаем получить в рамках одного из новых пакетов, которые нам передают США и были объявлены президентом Байденом. К тому же военные эксперты и руководитель Центра военно-правовых исследований говорит, что ВСУ готовят неприятные сюрпризы для путинского режима. Напомню, что 7 октября диктатору, который является еще и подозреваемым Международным уголовным судом, исполняется 72 года. Все может быть. Мы ничего не можем исключать. Ситуация настолько динамично и интересно развивается, и мы видим, что украинская разведка и контрразведка службы безопасности и силы обороны наши настолько уже много провели операций на территории России и на оккупированных территориях, что я бы не удивлялся, что, возможно, что-то готовится и в этом году. Как вы считаете, каким будет финал Путина и когда, и каких поздравлений заслуживает этот человек? Жду ваших вариантов в наших комментариях. Две страны, одна граница и колоссальная разница. Почему уровень жизни в Беларуси и Польше так отличается? Почему режим Лукашенко пугает белорусов голодной и холодной жизнью за рубежом? И какова ситуация на самом деле? Команда Нехта в новом фильме сравнит и покажет, в чем разница и когда эта пропасть между Польшей и Беларусью уменьшится. Только цифры и только факты. Повторюсь, ответы на эти вопросы вы найдете в новом материале нашей команды на нашем канале Нехта. Не пропустите. Когда я рассказываю об этом моим польским знакомым и друзьям, они думают, что я шучу над ними. И когда страны, которые в начале 90-х были на одном уровне, вновь сравняются по показателям. ВВП на душу населения самый показательный, что ли, экономический показатель. Где живут полной жизнью и свободно летают по всему миру, а откуда мечтают сбежать, становясь в очереди за визой. 5 лет. Польско-белорусская временная линия, временно разделяющая наши страны. Почему она появилась и когда ее не станет, смотрите прямо сейчас на канале Нехта. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора. И напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране. Мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу и можете, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте донат или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.